Привет, единички. Сегодня у нас расклад «Новая глава твоей жизни». И сразу хочу сказать, что приходите в проживание арканов, но ни в коем случае не скачивайте приложение Boosty на телефон, потому что через приложение там в 2 раза дороже цена. Поэтому просто через браузер. Что такое браузер? Кликните на ссылку, у вас откроется браузер и скажет, хотите приложение установить. Нажимаете крестик, да, чтобы закрыть это приложение, и продолжаете. Итак, скоро, кстати, цены изменятся в большую сторону. Примерно в 2 раза дороже будет, поэтому кто успеет, тот останется по старой цене. Почему так? Потому что комиссии, налоги и прочее, и прочее. Итак, давайте начнем наш расклад. Ссылки на проживание в закрепленном комментарии и в описании к этому видео. Итак, единички. Первые две карты, парно читаемых, кстати, он для сигнификации. Что такое сигнификация? Потому что под каждым видео люди спрашивают, а мне неудобно тогда, ну там первый вариант, я по камешкам привыкла, я по тайм-кодам привыкла, я еще как-то привыкла. Нет. Вот когда я говорю слово сигнификация, то значит только по сигнификации. Не по интуиции, не по схождениям планет, просто по сигнификации. То есть, если первый вопрос, вот, например, в этом раскладе, что сейчас в твоей жизни творится, если я говорю про тебя, про твою жизнь, значит, это твой расклад, независимо от того, какой камешек здесь есть. И не привязывайте себя к одному варианту, потому что я как читаю? Просто кто пришел на расклад. Понимаете? То есть кто там оставил комментарий в прошлом видео и так далее и тому подобное. То есть нет одной истории в первом варианте во всех раскладах про одного человека. Нет. Сегодня вы можете быть в первом, завтра во втором, послезавтра в третьем, а послезавтра вас нет. Фу, да что ж такое, нет вас в раскладе. Сразу говорю, перед всеми извиняюсь, я иногда заговариваюсь, иногда слова забываю, потому что вот такой я человек. Тем более после микроинсульта у меня вот так вот. Но давайте начнем. Что сейчас в твоей жизни творится? Ну, а тут даже трактовать не нужно. У тебя, знаешь, такая вот сейчас история. Я внутри уже ушла от него, а снаружи вот делаю вид, что все нормально. То есть ты сейчас живешь с человеком, с которым быть ты не хочешь. Ты с ним разговариваешь там, вот как этот, как не квартирант, а как называется-то, забыл. Ну, в общем, как с соседом по квартире. То есть по делу, там по быту, по мелочам, и вроде все прилично, да, без скандалов, а внутри у тебя пусто. Это вот, ну, как с соседом. Я даже не знаю, какой другой пример привести, потому что, ну, нет у тебя ничего к нему. Вот есть этот человек и есть. И ты поймала момент, когда ты поняла, что, ну, дальше так не пойдет. Все, точка. Ты уже пролистала с сайтами с объявлениями, да, прикинула, где ты можешь снимать квартиру, сколько тебе денег нужно, кому можно там временно часть вещей перевести. У тебя даже в телефоне, наверное, есть папка, этот, как называется-то, медиа, да, с фотографиями квартир, со скринами переписок.
И ты к этой папке, да, к этим медиа, к этим фотографиям каждый день возвращаешься. Но при этом ты сидишь с ним за одним столом, пьешь чай, машешь головой, слушаешь его разговоры про работу. И вид делаешь, что вы все еще в отношениях. Ну, ты сама себе врешь, что ты еще подумаешь. На самом деле ты уже все решила. Вот себя обманывай, его обманывай, меня ты никогда не обманешь. Ты просто боишься эту свою, вот это свое внутреннее решение признать как окончательное. То есть тебя в моменте клинит, где надо превратить мысли в действие. То есть сказать, собрать вещи, договориться и уехать. Ты режим включаешь, ничего не происходит. Работаешь, делаешь свои дела, можешь даже смеяться. Но как только ты остаешься одна, в голове опять одна и та же вот эта картинка. Как ты уходишь, как ты дверь за собой закрываешь, да, как живешь отдельно. И ты так устаешь от этого раздвоения, что ты начинаешь, как мягко сказать, вот тупить. Ну, тупить начинаешь. То есть не можешь решить элементарные вещи. Все время колеблешься, там бесит все и сразу. Ты сама себя остановила в точке, где уже нельзя назад. Но ты и вперед не идешь. Поэтому ощущение, что вот жизнь зависла, да, жизнь на паузе. Ты в каком-то между измерениями. Ничего не меняется, потому что ты уже не вкладываешься ни в эти отношения, ни в новый этап. Ты как будто эмоции свои убрала на минимум, да, чтобы вот не разрывать себя пополам. Из-за этого кажется, что у тебя, типа, все спокойно. На деле же идет вот этот тяжелый тихий процесс. Ты потихоньку прощаешься с вот этой как бы не замужней, а я не знаю, как сказать, ну, с этой жизнью в отношениях. Но вслух ты это не говоришь даже самой себе. Ты какая, это какая новая глава в жизни-то наступает? Ну, знаешь, тут понятно уже, да? У тебя новая глава не про вот этого срочно нового мужика ищу, и не про то, чтобы там закидать себя делами, чтобы забыться. Нет, у тебя идет выход в такое состояние, когда ты наконец-то живешь одна, и тебе в этом, ну, не одиноко, тебе в этом спокойно. Ты реально будешь просыпаться в своей квартире, да, где все стоит так, как тебе удобно. Носков раскиданных нет. То есть тишина, никто не ходит, носки не разбросаны, никто не дергает, никто не шуршит, никто не спрашивает, почему кружка не там. Ты встаешь, себе кофе делаешь, как любишь, да? Включаешь то, что хочешь смотреть, и у тебя внутри, как сказать, вот первый раз за долгое время нет напряжения вот этого. Не потому, что рядом идеальный мужик, а потому, что рядом вообще никого нет. От тебя ничего не хотят. Вот это и есть твоя новая глава. То есть, ты знаешь, ты перестанешь строить жизнь вокруг чужих настроений. Ты начнешь прислушиваться к себе. Ты начнешь чувствовать, что ты любишь кушать, а там во сколько тебе нормально спать ложиться, с кем тебе приятно общаться, чем тебе интересно заниматься. Не потому, что надо быть там успешной или какой-нибудь там правильной, а потому что тебе так комфортно. Плюс подтянется тема денег в новой главе. Ты начнешь по-другому к ним относиться, вообще к своим ресурсам по-другому относиться начнешь. То есть перестанешь там на лишнее тратиться, перестанешь вываливать все на своего мужика. Начнешь вкладывать в себя. То есть это вот знаешь как одежда, которая тебе реально нравится, уход за собой, там обучение, которое дает тебе вот ощущение опоры. Таро, знаешь, Таро вот очень часто помогает посмотреть на такие внутренние повороты, а не на вот эти абстрактные судьбы.
То есть ты выйдешь в такое состояние, где, вот как сказать вот это, ну, не надо никому ничего доказывать. Когда ты спокойно можешь вечером домой прийти, открыть ноутбук там или телефон и заняться своими делами. Выключить телефон и не чувствовать чувство вины, вот это. Тавтология знаю, но в кураптоновском языке так положено. И вот в этой новой главе ты больше не опираешься на чужое мнение. Ты не бегаешь за оценкой. Ты начинаешь верить, только своему ощущению, что мне с самой собой хорошо. И вот это уже, как сказать, уже хорошо. Потом пойдут другие люди, там, может, другие отношения, другой круг, но базой будет именно это. То есть ты сама по себе в своей собственной жизни, на своих собственных ногах, без вот этого постоянного внутреннего «кому я должна, чего от меня ждут». Ну, я вроде понятно объяснил, потому что я уже не знаю, как вывернуться. Что тебе делать, зная все это? Ну, тебе придется шаг делать, который ты все время откладывал. Тут даже трактовать не нужно. Нужно перестать тянуть паузу и начать жить по новой главе уже сейчас, а не когда-нибудь потом. Тебе нужно, знаешь, честно самой по себе признаться, вот да, я хочу отдельно, да, я так сделаю. Не просто думать, да, а вслух это сказать хотя бы вот самой себе. Ну а дальше маленькие шажочки. Я вот обожаю вот эти маленькие шажочки, как Аня научила, да? Маленькие конкретные действия к своей цели. Если что-то тяжело, то это уже дробишь на маленькие шажочки. То есть пора начать переносить свою жизнь в сторону, где ты сама себе хозяйка. Там документы какие-нибудь оформить, если они нужны, с деньгами разобраться, там по жилью договориться, да, быт продумать. Не драму закручивать, а вот спокойно готовить почву. И параллельно тебе важно, не закрываться от мира. У тебя есть риск после разъезда так уйти в свою ракушку, что потом никого туда не пропустишь. Вот этого как раз делать не нужно. Ты знаешь, ты как раз вот сейчас будешь притягивать в свою жизнь людей там помягче, поэмоциональней, да, чем твой вот нынешний мужик. Мужчина вот, который умеет слушать, успокаивать, не давить, а поддержать, он подтянется к тебе. Но подтянется ровно тогда, когда ты сделаешь шаг в сторону вот этой самостоятельной жизни, и при этом ты не превратишься в эту холодную королеву, да, где вот мне никто не нужен. Твое дело не сидеть и не ждать, а быть в движении. Новые места, новые занятия, живое общение. Прямо вот телом выходить из старой истории. Другие маршруты на работу, другие заведения, другой круг общения. И вот когда ты почувствуешь, что к тебе кто-то проявляет интерес вот этот по-человечески, без давления, не закрываться в своем вот этом «все мужики одинаковые», а вот позволить этому человеку рядом быть. Не тащить его сразу в эту серьезность, да, не вешать на него свои ожидания, а спокойно узнавать. Тебе сейчас нужно учиться принимать вот эти жесты добрые и тепло, а не только разруливать проблемы, потому что ты отвыкла, и добрый жест в твою сторону ты можешь воспринять как вот ему что-то от меня нужно. Понимаешь? И да, шаг в новую главу, он всегда страшно и нелогично выглядит, пока ты сидишь в старой. Но ты уже знаешь, что там будет дальше, да? Своя территория, свой ритм жизни, там свое тело, в котором наконец-то спокойно. Осталось, знаешь, всего маленькое, маленький шажочек.
Просто не откладывать это еще на 1 год. И помни всегда, что я с тобой рядом.